Обычное утро в окрестностях французского городка Сент-Мишель нарушил гул двигателя черного дорогого автомобиля. За рулем находился Алексей Дюмон, респектабельный на вид бизнесмен, застывший маской холодного спокойствия. Его глаза неустанно отслеживали отражение в зеркале, словно он ожидал преследования. На заднем сиденье сидела Соня, его пятилетняя дочь, одетая в светлое платье с выцветшими цветами. Девочка была инвалидом. Ее коляска лежала в багажнике, сложенная и накрытая пледом, как ненужная деталь. Она молчала, только иногда бросала испуганные взгляды на отца. С тех пор, как пропала мама, он стал чужим, холодным, вспыльчивым, отрешенным. Алексей свернул к заросшему причалу у реки Арден. Вода бурлила от недавних дождей, и мутные потоки катились с особой силой. Он вышел из машины медленно, будто взвешивая каждое движение, и открыл дверь со стороны дочери. Избегая контакта глазами, он подхватил ее и пересадил в небольшую лодку. Соня зябко прижалась, ее голос дрожал. «Папа, я боюсь воды». Но он промолчал, повернулся, отвязал лодку, и вскоре она начала дрейфовать к центру реки. Из-за леса доносились крики птиц, где-то лаяли собаки. Но на воде было тревожно тихо. Ни один рыбак не вышел в этот день, будто сама река затаила дыхание. На вершине склона в тени старого дерева пасся жеребец по кличке Шторм. Животное замерло, как только лодка оказалась в бурлящем потоке. Он поднял голову, уши дрогнули. Он чувствовал напряжение, как будто сам воздух вокруг стал густым. Алексей перестал грести. Лодка качалась. Он стоял над Соней, как над обрывом. Его голос был холоден, почти не слышен. «Прости, малышка». И в следующее мгновение он толкнул ее в воду. Девочка закричала, и этот звук, глухой и искаженный шумом течения, растворился в воздухе. Следом он бросил инвалидную коляску. На берегу Шторм взревел, взвился на дыбы, и его глаза заблестели диким огнем. Он силой ударил копытами по земле, словно протестуя против происходящего, затем, не теряя ни секунды, рванул в сторону воды. Его мощные ноги разбивали волны, словно это были не воды реки, а пыль на тропе. Ноздри раздувались, грудь ходила ходуном, но он не останавливался, не сбавлял темп. Он знал, куда плыть, как будто сердце девочки звало его без слов. Шторм плыл с удивительной уверенностью, обгоняя течение, словно и река понимала. Ему нельзя мешать. На другом берегу пожилой фермер Пьер Морен, рассыпая зерно курам, услышал крик. Он замер, затем увидел. Среди бурных вод лошадь несет на спине маленькое тело. Он бросился к реке, скользя по грязи. Когда Шторм добрался до суши, Пьер перехватил девочку. Она кашляла, изо рта вырывалась вода. Он завернул ее в куртку и отнес в дом. Там пахло кофе, деревом и дождем. Он зажег камин, усадил Соню в кресло. Она не говорила, только смотрела в камин, а потом уснула. Пока она спала, Пьер осмотрел ее мокрые вещи. В потайном кармане было письмо. Почерк был женский, четкий. «Соня, если ты это читаешь, значит, мне не удалось выбраться. Не доверяй отцу. Он способен на многое. Пожалуйста, спрячь это письмо». Утренние новости гремели с телевизора. Соня Дюмон пропала на реке Арден. Отец утверждает, что произошел несчастный случай. Власти проводят поиски. Пьер выключил телевизор, сжав губы. Он знал, это все ложь. Девочку нельзя было отдавать назад. Вечером пришла Жаклин, его соседка. Увидев Соню, она ахнула, но не задала лишних вопросов и только сказала: «У меня есть племянник. Он работает в клинике. Я попрошу его достать кресло. Мы справимся».
Прошло 3 дня, наполненных тревогой и осторожностью. Шторм, словно приросший к дому, не отходил ни на шаг, дежуря у окна, будто понимал, что девочке грозит опасность. Соня понемногу оживала. По ночам она все еще просыпалась в слезах, но днем начинала задавать вопросы, медленно возвращаясь к жизни. Она начала говорить сначала шепотом, короткими фразами, будто проверяя, можно ли здесь быть собой. А потом однажды утром рассмеялась, тихо, хрупко, почти незаметно. Этот звук был как солнечный луч сквозь плотные облака. Но опасность оставалась. По деревне ходили слухи. Кто-то говорил, что видел девочку. Плакаты с ее фотографией висели на столбах в магазинах и на дверях кафе. Лицо Алексея Дюмона не сходило с экранов. Он давал интервью, клялся в отчаянии, поднимал награду за любую информацию. В Сент-Мишель люди шептались. Кто-то искренне сочувствовал отцу, охваченному горем. Кто-то чувствовал в нем фальшь, но боялся говорить вслух. Пьер, наблюдая за этим лицемерием, чувствовал, как в нем закипает ярость. Он знал, сколько зла может скрываться за идеально выглаженным костюмом и надрывным голосом в телевизоре. Пьер решил действовать. Он поехал в город, навестил Изольду, свою племянницу, работающую в местном банке. Там в подвале хранился сейф Елены, матери Сони. Согласно архиву, открыть его можно было только в присутствии Сони. Пьер показал письмо. Изольда побледнела, но согласилась помочь. Там могут быть документы, которые все докажут. Пьер вернулся в хижину с планом. Через день — праздник урожая. Будут толпы людей, суета, лучшее прикрытие. Жаклин подготовила маскировку. Коляску украсили лентами. Соня надела яркое платье. На площади их не заметили. Изольда встретила их у черного входа банка, провела в подвал. Но за дверью раздались шаги. Это был Алексей. Его голос притворно добрый. На улице заржал шторм. Люди закричали, он носился между лавками, создавая хаос. В этот момент Пьер отвлек Алексея, а Жаклин вывезла Соню через боковой выход. Они сели на лошадь и исчезли. Соня прижимала к груди сумку с документами и шептала: «В доме с синими бабочками. Мама рассказывала. Там она будет ждать». Сквозь поля, по тропам, невидимым для глаз, шторм нес их. К вечеру они добрались до окраины леса, где старый дом был обвит лианами. Соня вскрикнула: «Мама!». Елена выбежала на крыльцо, обняла дочь и заплакала. Внутри их ждали следователи. Документы из сейфа были изучены, доказательства были неопровержимы. Алексей Дюмон был арестован на следующий день. 6 месяцев спустя дом Пьера стал их настоящим домом, местом, где время замедлялось, а страхи постепенно рассыпались. Соня снова училась ходить. Сначала шаг за шагом с помощью Пьера, потом с тростью, а позже и без нее. Каждый ее шаг сопровождался аплодисментами шторма, который ржал и топал копытом, будто поощряя ее. Жаклин пекла пироги с абрикосами и пряностями, аромат которых разносился по дому, создавая ощущение уюта. Она научила Соню раскатывать тесто, и теперь кухня по утрам превращалась в мастерскую счастья. Елена, наконец, вернулась к своей давней мечте. Она писала книгу. Тихими вечерами ее можно было найти на веранде с ноутбуком, где она описывала ту самую историю, в которую почти никто бы не поверил, если бы не документы, не свидетели и не вера в справедливость. Они стали семьей. Не по крови, по выбору. И этот выбор был самым сильным доказательством, что даже после предательства, боли и страха возможно построить новый мир. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях.
А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.